Мы семья. У нас 5 детей. Мы живем в Австрии. Мой муж австриец, а я русская. Дети говорят и по-русски, и по-немецки. Этим летом мы приехали в Россию, в глухую русскую деревню. И, наверное, самым нашим лучшим другом был самовар. Самовар – это горячая вода, кипяток целый день. А ведь в деревне, в которой мы жили, не было электричества. Самовар – это тоже возможность сэкономить газ. Скважа будет. Как этот? Сквозняк. Сквозняк. А внутри покажи. Где угли? Угли Или тут. водичку покажи. Водичку еще не все. Я просто по себе знаю. Не все знают, что это такое. Самовар. Как-то вообще можно жить. Все, трубу убрали. Вот там у нас огонь. Вот. Вода кипит. А там у нас уголь. Надо срочно закрыть. Сразу закрывать. Топить самовар можно дровами, а можно и шишками, при желании и углем. Ну, дрова у нас были в огромном количестве, поэтому мы наш самовар топили дровами, деревом. Для этого нужны маленькие кусочки дерева. Вот. Труба уже. Вода. Как классно уже кипит. Уголь жарить. Чай в основном у нас был травяной. Иван-чай, душица или даже матрешка, а также крымские травы. Покупать чай не нужно было. Его можно было прямо собрать рядом на лугу. Самовар в таких условиях – это не сувенир, это предмет первой необходимости. Русский чай готов. Наливать чай. Самовар делает воду горячей, но к самовару обязателен заварочный чайник.
Сейчас мы посмотрим, как правильно нужно разжигать самовар. Он тут уже чуть-чуть горит. Что мы туда кидаем? Шишечки бросаем. Можно маленькие кусочки дерева, да, тоже бросать. Тоже туда. Труба. Хорошо дымит. Там где дым и там огонь. Это, наверное, из-за шишек так хорошо он дымит. Только не на меня, пожалуйста. Наверное, все равно лучше маленьким деревом, кусочками, да? Не, шишки очень хорошо горит. Мгм. Просто надо чуть-чуть подождать. Вот вечером сделаем, может быть, от комаров поможет. Помогает. И классно еще помогает. Хорошо, сейчас туда немножечко дерева забрасываем. А Миша, открыть сможешь показать, что там внутри? Или Конечно. воду хотя бы показать? Или как там горит? Какие там отделения разные есть в самоваре? Можешь показать? Ну, сейчас плохой момент. Сейчас из-за дым ничего не видно, к сожалению. Огонь не видно. Тогда подождем чуть-чуть Сейчас потом. надо закрыть, и потом будет хороший огонь. А вот это приспособление ты сам придумал, да, чтобы вот так открывать трубу? Вот это ты сам придумал, да? Деревяшечку такую. Ты хотел выкинуть. Да. Да. Ну вот, зря не выкинули. Хорошо, что не выкинули. Красота. Теперь надо чуть-чуть подождать. Вот дым значит, что какой-то процесс идет, и скоро дым закончится, и будет хороший огонь. Хорошо. И вот эта труба надо, чтобы процесс хорошо пошел. Потому что так, как на русском будет Сквозняк? сквозняк будет. Сквозняк будет и оттуда. Он воздух возьмет, и потом будет хороший огонь. Отсюда снизу, да? Да. Вообще горячий самовар? Уже горячий, да? Хорошо. Вот, Миша, расскажи, сейчас звук, да, какой-то в самоваре? Звук. Да. Что это значит, вот этот звук? Это значит, что там должен быть хороший огонь. Посмотрим. Давай, Миша у нас уже эксперт. Ого! О! Ой-ой-ой, камеру страшно сжечь туда, приближаться туда даже. Сверху. Так видно, да? Просто Видно огонь даже. оттуда выходит. Ужас, ужас. Конечно, эту трубу рукой трогать нельзя. Очень горячая. Нельзя. К сожалению, тут русские нехорошо думали. И крышка, тут, и да, и ручка. тут они сделали ручки из железа, которые, конечно, Очень горячо. очень горячо. Даже моя конструкция тут уже Не помогает или? помогает. О, ничего себе. Ну, такой вид уже имеет. Кошмар. Скоро уже не будет действовать. Да. Пока еще, да? Скоро уже нет. И вот пар идет. Значит, кипит. Кипит. В принципе, мы сейчас водичку взяли, можно новую долить, да, чтобы и дальше будет кипеть, и новая вода опять скипятится. Конечно, можно. Да. И потом эту воду можно не только в чай, а можно... Просто, Да. вот, конечно, когда ты снимаешь вот эту трубу, Мгм. и потом это снимаешь, вот вроде бы что-то летит, какой-то грас, что-нибудь искадит. Поэтому сначала надо пополнить водой самовар, и потом вот это все расшить. Красота. Ну да, и эту воду можно использовать не только для чая, а можно добавить в кастрюльку, в которой какая-то еда готовится, суп, да, там картошку сварить, макароны сварить и так далее. То есть- Я утром гречку с ним Да, сделаю. да, в кастрюльку. Да. Потом тоже снимем видео, да, как мы кашу утром готовим на самоваре. Ага. Да, хорошая идея. Классно получается каша. Конечно, чуть-чуть время надо. Ну, В принципе, кашу мы не варим, кашу куда, запариваем. куда спешаться туда? Да, некуда спешить. Некуда. Если вокруг такая красота, такая идиллия. Так надо дуть, да, чтобы разгорался огонь там внутри. Чтобы хорошо горело.
Миша, расскажи, что это за чай? Это у нас ферментированный иван-чай. Иван-чай, да? Посмотреть, как он выглядит. Мы потом сделаем видео, снимем его, как он растет. Да? Иван-чай. Это нам соседка дала. Очень полезный. И он всегда по-другому действует, я сказал. Вот если человек действует так, как сейчас надо действовать. So. Вода у нас уже есть горячая, это видно, потому что тут пар уходит. О, Может быть, посмотрим, что там внутри, откроем самовар. Интересно, как он там кипит, как он вообще устроен внутри. О, горячий, да? Ой, это еще хорошо, что там такие ручки деревянные, маленькие. О, красота. Вот как кипит. Да, очень практично. Целый день есть кипяток. Можно всегда чуть-чуть доливать горячей воды. Вот так. Вот, как раз для чая и для кофе. А вот эту внутреннюю камеру можно как-то посмотреть, как там огонь? Или туда никак не заглянешь? Там, где горит. Ее мы никак не можем, да? Там где бросаем огонь. Там сейчас ничего не горит. Ну, еще жарко, еще греет вода. Да. Еще да. жарко, горячо. Горячо. То есть только больше он никак не открывается. Только так можно крышку брать и горячую воду увидеть, да? Да. И когда что-то туда бросаешь, конечно, надо посмотреть, что крыша была, потому что так не намусоришь. Да, мусор в воду не летит, да, если. Да. Ну хорошо, тогда наливаем сюда чаек, кипяток. И мы знаем, что наш самовар обманщик, да? Он всегда чуть-чуть обманывает, и когда его выключаешь, он через какое-то время опять... Сейчас посмотрим, как он нас опять обманывает. И всегда еще чуть-чуть скапает. Поэтому, как ты говорила, Юль, у нас есть Russian лайфхак. Тарелку надо поставить. Да, что-то. Да, теперь крышечку и подождем чуть-чуть. И что, он сейчас начнет капать? Не, сейчас надо подождать. Как обычный чай надо использовать. Ну, посмотрим, как чай наш заварился. Иван чай. Вот цвет так хороший. Да. Он ферментированный, поэтому он темный. В принципе, вот как черный чай, да, по цвету такой. Иван чай. В Башкирии часто пьют чай с молоком. Вот сегодня проезжающая машина привезла нам молоко домашнее. Коровье молоко. И вот такой чай с молоком получается. И коньячничка. Сахар тоже нужен. Сахар. Тогда обязательно ложка. нужен. Ну да. В принципе, мы чай пьем обычно без сахара, но если с молоком, да, тогда сахар кладем. Вечерний самовар. Это не очень опасно, Миша? Не, все быть, нормально. У нас Нормальный самовар. потолок не сгорит. Ничего, не горит. Ну, наверное, быстро вода нагреется. О, да. Ну, это шишки, да, так горят. Это шишки так хорошо. Кошмар. Ужас. Ну и быстро сгорают, да? Ага.
Жили мы в башкирской деревне, это Россия, а республика Башкортостан. И, конечно, куда же без башкирских танцев? Самовар сразу поднимает настроение, и везде, где он, там и веселье. Самовар на столе – это и украшение стола, и радость в доме. Это тепло и уют.